Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели из своей коллекции, а именно всем известной и любимой копейки ВАЗ-2101. В советское время данная модель производилась с 1976 по 1991 года в городе Саратов мощностями производственного объединения Тантал, а позже в городе Маркс на заводе Родон. После 1991 года данная модель также выпускалась силами предприятия «Агат», потом холдингом «Инкотекс», а потом и на ООО «НПФ Массар». И в народе модели постсоветского периода называют часто новоделами или просто агатовскими. В своем обзоре я кратко расскажу именно о моделях, выпускаемых до 1991 года. Прообразом для этой масштабной модели послужил реальный автомобиль, который в особом представлении нуждается, так как ВАЗ-2101 до сих пор встречается на дорогах, и я думаю, что многие его видели вживую, а может и ездили в нем. Для справки, начало производства данного автомобиля в 1970 году, а конец в 1988. В качестве прототипа для нашей копейки был взят итальянский Fiat 124, конечно же доработанный под наши реалии. За все время на Волжском автомобильном заводе в Тольятти было создано почти 5 миллионов «Жигулей» этой модели. Саратовская модель от производственного объединения Тантал производилась в масштабе 1 к 43 и была металлической. Пластиковыми частями был салон и мелкая фурнитура по кузову. Открывающимися частями у этой модели были только багажник и капот. Хромированными были диски колес, двигатель и решетка радиатора. Модель была полностью разборной, впрочем, как и все модели от этого производителя. Исполнение саратовского ВАЗ-2101 было самым лучшим в советское время, но все-таки не очень точным. Прежде всего это касалось ручек дверей, колес и задних фонарей, которые больше всего бросались в глаза из-за своих больших по сравнению с оригиналом размеров. Самые ранние модели 1976-1977 года ВАЗ-2101 были с капотом на 3 зажимах. Со стороны крыльев углы передних дверей были ровными. В багажном отсеке был Т-образный выступ. Днища были как черными, так и серебристыми, и на них были нанесены названия моделей, надпись на русском «Сделано в СССР», каталожный номер А9 и масштаб 1 к 43. Салоны автомобилей могли быть как белыми, так и серыми. Поворотники и эмблема на передней решетке подкрашивались. Затем недолгий период с 1977 по 1979 год капот производился на 2 зажимах, а с 1979 и уже до конца производства опять на 3 зажимах. Головка винта крепления днища к корпусу находится в моторном отсеке. Где-то в 1982-1983 году на днище появляется дополнительная надпись «Made in USSR», а углы дверей становятся закругленные, а не прямые. Т-образный выступ в багажнике пропадает. На границе 86-87 годов с днища пропадает каталожный номер А9, эмблема на решетке радиатора и поворотники не подкрашиваются. Головка винта крепления днища к корпусу теперь находится с наружной стороны. И так уже до самого конца производства, вплоть до 1991 года. Цена на данную модель в советское время зависела от ее исполнения. Стандартная стоила 3 рубля 50 копеек, модели с декалями или тамповкой 3 рубля 90 копеек, фестивальные 4 рубля 20 копеек, а олимпийские 5 рублей 10 копеек. Стоит отметить, что вариантов нестандартного исполнения могло быть огромное количество. Кроме перечисленных выше могли быть «Жигули», милиция, ГАИ, медпомощь, аварийная служба газа, почта, книги, учебное, такси, аэрофлот, ралли и другие варианты так называемого околозаводского исполнения. То есть когда наклейки на машинах создавались небольшими партиями под заказ или просто заводскими умельцами на перепродажу. В моей коллекции на сегодняшний день находятся всего лишь 2 стандартные модели ВАЗ-2101. Одна ранняя без Made in на днище и с прямыми углами на дверях, с Т-образным багажником и капотом на 3 зажима, то есть примерно 1977 года выпуска. А вторая модель уже с надписью Made in на днище, то есть выпуска до середины 80-х. Более ранняя, к сожалению, с критическими повреждениями кузова, которые она получила у предыдущего хозяина, который в детстве ей хорошо поигрался. Коробок на данную модель известно несколько вариантов. Зеленая новый экспорт, синяя новый экспорт и стандартная желтая с сине-голубыми полосами. Цена на данную модель зависит от многих факторов и стартует от 20-30 долларов. Обычно, если брать модель одного и того же цвета, то дороже будет та, у которой есть на днище каталожный номер А9 и нет так называемого Made in.
Модель с номером и с этим пресловутым Made-in будет дешевле, а модель без каталожного номера еще дешевле. Как обычно, чем реже модель встречается, тем она дороже. А редко встречаются модели с какими-то необычными яркими цветами. Также редкими считаются модели с олимпийской символикой или другими видами тамповок и наклеек, например, фестивальная. В последнее время, кроме самой модели, также высоко ценится ее родная коробка, которая порой может стоить дороже самой модели. Особенно это касается олимпийских коробок или коробок новоэкспорт. Цены на олимпийские модели с олимпийскими коробками доходят до $500. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Пока-пока.